здесь мы используем обычную базальтовую сетку, либо сечение ее, то есть закругление там радиуса разные. Потом эти нитки срезаются. Вот такие базальтовые связи, они вообще не нужны. Обязательно нужно иметь большой провил. Мы это все запениваем. Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Меня зовут Алексей Попов. Сегодня мы находимся снова, значит, на одном из наших домиков, которые мы строим. Много, значит, было комментариев по этому дому, по каким-то конструктивным узлам. Сегодня мы разберем каждый этот узел отдельно, индивидуально. Я отвечу на многие вопросы, которые задавали мне в комментариях. Начинаем. Ну и начнем с самого интересного вопроса. То есть у нас была такая дискуссия по поводу сетки. Многие написали, что это неправильно. Нужно базальтовые связи, значит, монтировать. Мы на этом доме монтируем базальтовые связи, но в некоторых участках, так скажем, особенных по конструктиву. А здесь мы используем обычную базальтовую сетку, которая работает у нас отрыв от стены. А для того, чтобы, так скажем, развеять миф о том, что может стена задавиться или что-то с ней может пойти не так, вот если обратить внимание, у нас есть тычок, который монтируется в стену и поджимается за счет раствора. Поэтому на квадратном метре мы вставляем там, ну, от 2 до 4 штук в зависимости, значит, по раскладке кирпича, потому что кладка у нас хаотичная, то есть у нас есть и целый кирпич, и половинки, и тычки, и 3/4, в общем, все это разбросано. И в этих случаях мы ставим просто на все тычки, они зажимаются, и стенка никуда не уйдет. А на отрыв уже базальтовая сетка, по моему мнению, она работает лучше, она армирует порядовку каждого кирпича. Я не говорю сейчас про большие стройки, многоэтажки. В данном случае это одноэтажный дом у нас со вторым светом. Нагрузки не запредельные, ветровые. Поэтому мы используем вот такой вот узел. Так что надеюсь, что я ответил на первый вопрос, самый популярный, который задавали непосредственно по первому ролику. Значит, второй у нас, так скажем, эпизод постоянных дискуссий по поводу металлических конструкций под кровлю. То, что нужно рассчитывать эти балки, какое сечение, потому что мы говорили в предыдущих роликах не на одном объекте, а на нескольких мы когда снимали, мы говорили, что это у нас 30-я балка, шафт 2. Дело-то в том, что проекты, они сами по себе, ну, схожие. То есть есть колонны, есть гараж, есть строение дома. И приблизительно эти расстояния, они всегда одинаковые у проектировщиков. Потому что крайне редко мы встречаем, что у нас между двух колонн там 9 или 10 метров. Это в особых случаях. Но самые распространенные проекты, у них есть определенная, так скажем, модель, по которой они проектируются. И смысла просто на все раздвигать больше нету эти колонны. Поэтому все аналогичные проекты от колонны до гаража, между колонн, практически расстояния одинаковые. Мы один раз всего лишь это все рассчитали и применяем, значит, этот узел практически на всех наших объектах, и он работает. То есть говорить о том, что нужно рассчитывать на каждый дом, смысла просто нету, потому что узел используется один и тот же. 20 сантиметров, если по вылету, но он уже никак абсолютно не зависит по нагрузкам. Ну а если вот у нас обратился человек с Москвы, написал и говорит, у меня там пролет 9-метровый, мы ему говорим, послушайте, у нас расстояние, значит, от 7 до 7,5 метров от колонн, то есть самое большое расстояние. Если у вас в районе 9 метров, мы можем взять, просто рассчитать
высоту балку. Ориентировочно, так скажем, это может быть там и 35-я балка, да, а может быть она и 50-я, как его сказал проектировщик, что балку нужно закладывать 50-ю. Но нужно знать, что балки, они разные. Значит, двутавровые, то есть они есть B1, B2, там Ш1, Ш2, К1, К2. Это зависит от стенок, полки, либо сечение ее, то есть закругление там радиусы разные. То есть они есть балки, применяются, которые вертикально они монтируются, значит, металлоконструкция, а есть которые в горизонт. Вот в данном случае эти балки используются в горизонт. У них усиленная стенка непосредственно центральная на высоту как раз допускает максимальную, так скажем, нагрузку на ее пролет. Вот, свариваются эти балки, мы вырезаем листы, не покупаем там ни шестерку, ни восьмерку. Мы берем просто, у нас кусок двутавра остается, мы из него вырезаем стенки и свариваем. У нас пластина есть внизу сваренная, пластина вверху. И, соответственно, в торец балки. Выдумывать ничего не нужно. То есть, что это прогнется. Не один десяток уже сделанных домов по такой конструкции. Зачастую там проектировщики рисуют какие-нибудь монолитные эти участки. Но если все это посчитать в деньги, металлические балки и бетонные, то дешевле в разы это будет непосредственно металл. В крайних случаях, если бы там нужно было как-то заделать это кирпичом, то есть обойти эту балку, да, то есть возможно плитку наклеить, тогда еще можно рассмотреть монолитные участки такие. Но нужно понимать, что на пролеты, на такие большие, сечение самой балки бетона будет гораздо выше. Обусловлено это тем, что толщина будет у бетона и высота, и сама балка будет иметь огромный вес, она по своим весам начнет прогибаться. Поэтому это уже сложные расчеты, которые должны еще принять всю нагрузку всей кровли и после чего уже замонтироваться. Если в вашем случае стоит монолитный армопояс, задумайтесь, значит, о его заливке, о сечениях. То есть это достаточно сложнее, дороже и не всегда будет прочнее. То есть металл имеет, так скажем, форму. Он может играть и возвращаться в обратное положение. Бетон такой уже формы не играет, именно в балках. Мы не говорим сейчас про плиты перекрытия там и многие другие конструкции. По бетонным конструкциям это сложнее, дороже. И я считаю, вообще это нецелесообразно в частном секторе вот в таких конструкциях. То есть это все должно закидываться металлом и служить очень долго. То есть по бетону можно сделать, но я такого, в принципе, по своим стройкам, своих знакомых, да и вообще даже в интернете крайне редко видел. Хотя многие предлагали их тут что-то заливать, там и что-то делать. Мы полностью от этого отказались и поменяли эту конструкцию. И мы назовем ее, так скажем, оптимизировали мы ее. Сперва вот эти срезы в эту сторону, а чтобы их перевязать, можно теперь наоборот. Вот так их сделать. Как сделать вот этот вот кирпич угловой, чтобы он здесь не вываливался? Вот ребята наши такую вот схемку придумали. То есть вот у нас тут есть раз, два, три кирпичика. Они их монтируют внизу, после чего с раствором, подсказывают, чуть подстывает. Потом они обвязывают их нитками и монтируют блок из 3 кирпичей. Следующий ряд, когда они будут, у нас здесь тычки будут набегать, то есть вот таким вот образом, раз, потом еще раз, и вот таких вот у нас будет 5 рядов по 1,5 сантиметра в данной кладке. И чтобы этот угол сам по себе не развалился, да, то есть
мы следующие кирпичи, которые будем выкладывать, здесь мы перевязываем тычок, который вверху идет, а уже меньшие половинки, которые сюда будут смотреть, да, вот таким вот образом, они будут монтироваться вот так. Следующий ряд, наоборот, отсюда перевязка, и получается каждый ряд будет придавливать вот этот кирпич. На самом деле не нужно сравнивать обычный цементный раствор с складочными смесями. Здесь у нас на этом доме используется Quick Mix смесь, значит, для клинкерного кирпича. Когда кирпич в такой форме встает, да, то есть смесь встает, то оторвать его практически друг от друга невозможно. Здесь вот пока что у нас грязная кладка, то есть мы ее еще не расшивали. То есть он сейчас чуть подстанет, потом эти нитки срезаются, расшиваются, и вот таким вот образом здесь вот еще не расшито. Здесь вот уже кладка расшита. То есть если у вас такой же уголок, вопрос, как его собрать, включая и вертикальные все кирпичи. Ну вот такой лайфхак мы рассказали от себя, как ускорить. Можно и без этого сделать, но просто дольше, сложнее. Так получается еще и ровнее, то есть уголки все выводятся, то есть без каких-либо проблем, и он не вываливается, этот кирпич, отсюда в момент дальнейшего монтажа. То есть не нужно ждать, чтобы завести следующий кирпич, вам нет необходимости там ждать целые сутки для того, чтобы полностью здесь это встало. То есть вот они помонтировали буквально там 20 минут назад, сейчас у ребят обед, после обеда они выйдут, уже дальше начнут монтировать. Теперь самое интересное про базальтовые связи как раз. В предыдущем ролике про них много было. Где базальтовые связи, они у нас тоже есть. В принципе, вот такие базальтовые связи, они вообще не нужны. Даже тычки можно не докладывать к стенам, потому что за счет углов все это перевязывается и держится. Опять мы говорим про частное домостроение, не про какие-то многоэтажки. Там условия совсем другие. А здесь у нас сейчас вот заканчивается сетка. Мы ее здесь уже не перевязываем, потому что мы не могли подсчитать. То есть, если обратить внимание, ну, мы вот ошиблись, да. Можно было выпустить сетку больше, но, в общем-то, не подрасчитали. И в данном случае мы будем использовать вот такие вот базальтовые связи, которые 6 мм толщиной, шов у нас 8. Будет засверливаться у нас шуруповертом с пером. Можно это сделать, значит, с перфоратором безударным и засверлить отверстие. И непосредственно забить просто-навсего базальтовую связь и перевязать кирпич с несущей стенкой. Вот. В данном случае мы пройдем один ряд здесь и практически под самый верх блока, потому что у нас кладка будет заканчиваться приблизительно на этом уровне. Несколько рядов у нас не будет перевязываться, к ним уже будет подходить кровля. А верхние ряды, так как еще у нас здесь тычки набегать будут, каждые 1,5 сантиметра, то есть один на 1,5 сантиметра вышел, потом следующий еще на 1,5. И таким вот образом будет 5 рядов. Непростая ситуация здесь у нас с перемычками, которые будут над окнами. То есть у нас все четверти заводятся по 250 миллиметров. Соответственно, с учетом того, что мы сейчас подойдем к окну, у нас тычки выдвинутся на наружную сторону. И здесь у нас уже, соответственно, будет не 25, с учетом тычков мы просчитали, у нас где-то 29 сантиметров будет вылет вот этой четверти до самого непосредственно окна. Вот, и мы что придумали? То есть мы сначала хотели систему крепления Baut купить, но многие знают, что это дорогая игрушка. То есть система крепления Baut, это который крепится на подвесах, так скажем, целый кирпич. Он не клеится, а закладывается специальная арматура, крепится несущие, значит, элементы к стене, и после чего монтируется кирпич. Здесь мы пошли по другому пути. То есть с учетом того, в какую у нас плоскость выйдет кирпич, который будет набегать, то есть от стены, мы еще дополнительно здесь прибьем пеноплекс, поставим на грибки. Грибки поставим усиленные фасадные.
почаще их пробьем, наклей пену. Все это обязательно нужно будет продрать, чтобы это все это было шуршавое. И клей сеткой мы подворачиваем откос. Вот этот кирпич, который с учетом откоса, он будет клеиться. Плиточки, они будут только в четверти окна. Дальше это все из кирпича. И когда мы, значит, смонтируем этот кирпич, у нас появится верхняя плоскость. И мы уже от кирпича, значит, в проем кладем уголок, на который непосредственно дальше идет кирпичная кладка. То есть поверх, значит, этой плитки дальше пойдет все равно кирпич. Но тут у нас немножко, тут буквально 3 ряда. 4 ряда. Алексей, 4 ряда же, да, у нас? Над перемычкой. Над перемычкой. Да. Ну, там остается 2 на ребро, если будем делать. 2 на ребро и 2 так. 4. 4 ряда у нас остается, значит, непосредственно этой кладки. Добрались мы, значит, до откосов, самых наших любимых. Обязательно нужно иметь большой провил с уровнем, для того, чтобы вы могли подложить кладки, проверить ее на наличие уровня и непосредственно вот этой вот плоскости примыкания, значит, между провилом и кирпичом. Вот допускать можно вот такие 3-4 миллиметра. То есть, если бы мы здесь сейчас, вот видите, вот кирпич, он 25 миллиметров, здесь, значит, одни и те же расстояния, но есть небольшая погрешность. Вот это, так скажем, максимальный допуск, который может быть. Потому что если у вас будет сильнее кирпич выходить или раствор, соответственно, в последующем ваше окошко, оно будет отходить очень далеко. Вот таким вот образом оно будет отходить от кладки, да, если сильнее будет погрешность. И у вас здесь будет некрасивый в дальнейшем будет шов. То есть, нужно его сделать, когда останавливается окошко, вот буквально вот таким, для того, чтобы потом наклеить на скотч на кирпич и на окно и зачеканить этот же шов. Соответственно, помимо только этой плоскости, эту нужно проверить, потому что тоже немаловажно. Если уровня не будет на всей плоскости, и вы окошко свое будете ставить, четверть у окна до стеклопакета, она должна быть четко и идеально ровная. Будет сильно заметно, что вот таким вот образом стеклопакет стоит, потому что где-то он будет глубже, а где-то нет. Потому что все-таки нужно еще диагонали проверять. Мало проверять только просто, значит, вертикально, но еще необходимо проверять кладку на диагонали, для того, чтобы окна четко монтировались. Между окном и кирпичом мы забиваем той же самой затиркой, но это уже делают потом не каменщики. У нас есть девочка Алиса, она реставратор, нам постоянно везде помогает и зачеканивает эти швы, потому что нужно аккуратненько все проклеить и уже потом инструментом заделать эти швы. Что делать, если у вас что-то завалено, слишком сильно могут выпирать кирпичи, вы на это не обратили сразу внимания? Два способа исхода, так скажем, этого события. Первое. Если у вас кирпич клинкерный такой, да, плотный очень сильно, его только по лазеру очертить потом по правилу и большой болгаркой все это дело вам срезать по месту, находить человека, который вам идеально четко срежет. Если мы говорим про кирпичи, которые ручной формовки, они достаточно рыхлые, они очень легко и пилятся, и шлифуются. В этом случае вы можете также максимально вот сделать вот таким вот образом, поставить там правил и уже чашкой шлифануть этот кирпич, который у вас выходит за плоскость правила. Тем самым вы максимально ставите окно к кирпичу. И даже если всего лишь навсего один кирпич у вас будет выглядывать, один, то запомните, что как раз вот от него, от одного, и будет выставляться окно. То есть один кирпичик может повлиять на вот этот весь откосик, который у вас будет формироваться.
Поэтому нужно уделять очень много внимания непосредственно тоже этим откосам. Это часто распространенная вообще ошибка, которые каменщики думают, ну, и так пойдет там. Многие говорят, что уплотнители там вставляют. Да, действительно, до 2 сантиметров они расширяются, но впоследствии от ультрафиолета этот уплотнитель весь выгорает, высыпается, и потом все равно вы придете к тому, что вы будете заделать. И раз мы стоим около откоса, значит, как раз вот я продемонстрирую. Мы закладываем такие четверти из кирпича для того, чтобы окончиком можно было смонтировать там вот такие порталы, как здесь вот будут, чтобы можно было сюда закрепиться. Вверху бетон. Значит, помимо всего, что у нас крепится окно в торцы и в макушку, у нас еще есть низ. Он тоже крепится. Значит, мы используем у себя в проемах 2,1 НФ кирпич. Иногда мы используем полнотелку. Но здесь мы сделали двушку для того, чтобы вот у нас окошко, да, я так продемонстрирую. Вот будет стоять окошко. Вот. Значит, где будет стоять окно, коробка, мы эту часть, мы ее подзаливаем. Всю оставшуюся часть эту, то есть, ну, если мы будем здесь дальнейшие работы, так скажем, выполнять, это все пропениваем. И дальше чуть-чуть накладываем клей, для того, чтобы плитка у нас уже подошла непосредственно к окну. А здесь, за счет того, что мы все это аккуратно клей пеной, мы все это задуем, это в виде как утеплителя будет, чтобы не промерзало. Значит, устанавливается таким вот образом окно. И доливается, как правило, за окном еще где-то порядка 5-7 сантиметров. Потому что направляющие, которые закручиваются к окну, они выходят чуть во внутреннюю часть и потом уже непосредственно засверливаются. Поэтому нужно это все заливать. И в пустотелый блок невозможно это сделать. Здесь дальше, то есть можно в дальнейшем, если мы здесь залили часть, а оставшуюся часть, вот эту кирпича, его либо можно срезать, сбить, и когда у нас будет идти пеноплекс по полу, подвернуть его вертикально к окну. И тем самым вот в окнах, которые идут у нас по полу, отсутствует полностью промерзание. Здесь у нас отсечка пеноплекс, здесь все задуто, и никаких проблем, собственно, в дальнейшем не будет. Недалеко мы ушли, пришли опять к откосам. В общем-то, еще такой момент. По разным причинам у нас расстояния разные между кирпичом и, значит, несущей стенкой. И вот для того, чтобы нам помонтировать дальше окошки здесь, мы вот здесь, ну, отрежем пеноплекс. Его кусочек, сейчас я вам продемонстрирую, если получится. Получилось. Мы это все запениваем здесь, присаживаем. И там, где у нас будет стоять окошко, где будет окошко, также мы здесь все это пропениваем. И после чего подливаем буквально 3 сантиметра мы клеем и армируем эту часть. Для того, чтобы, когда у нас монтировалось окошко, мы могли спокойно замонтировать любой отлив, будь это металлический, будь это там, не знаю, керамический или еще какой-то из камня вырезан. Также мы заливаем под окно уже просто раствором, либо опять же клеем, но в основном это раствор. Мы покупаем пескосмесь 300 марки, пожиже наводим и просто с ведерка там с лейки проливаем, она застывает, и после чего можно замонтировать окно, присверлив его кладки. Эту часть мы уже оставляем просто порезованной. Здесь уже подходит откос, это уже внутренняя отделка. Как она будет тут подходить, пока что, возможно, сам заказчик даже не знает. Ну а мы тем более. Ну, еще один лайфхак расскажу про откосик. Представим, что этот кирпич — это толщина вашего стеклопакета, будет алюминиевый либо пластиковый.
То есть окна заводят ориентировочно там, на 2-2,5 сантиметра от четверти окна. В крайних случаях где-то 1,5 сантиметра. А здесь остается у вас расстояние. И чтобы значит, этот откос был не холодным, мы в своих домах используем, если мы заходим в отделку или в дальнейшем вместе с окнами, мы набиваем вот таким вот образом пеноплекс, после чего все это пропенивается. То есть пеноплекс монтируем тоже на клей-пену. Дополнительно мы стреляем под дюпеля. И после того, как вы все это сделали, у вас уже идет штукатурка к самому окну через сетку. Сетка эта накладывается непосредственно на пеноплекс от окна. Здесь у вас уголок тоже с сеткой. И все это полностью протягивается. Мы делаем это клеем, потому что это самые такие крепкие откосы получаются, после чего все это малярится. И таким образом вы получаете самый крутой откос, теплый, который не промерзает. Самая холодная точка, которая идет промерзание, мостик холода, это как раз где рамка окна. Если тепловизором пробивать, не край стены, то есть, а именно непосредственно у нас идет вот где идет пропенка. То есть здесь самый холодный узел. Поэтому мы используем пеноплекс именно не к окну, вот таким вот образом, а именно заводим его до кирпичной кладки. И, соответственно, здесь все это пропеним. Тем самым мы минимизируем вот это все промерзание. Вот. Также есть панельки, называются Рус-панель. Сейчас вот что-то только забыл. Ну, по-моему, да, Рус-панель она называется. Классно себя вообще зарекомендовала. Когда особенно большие окна, и люди не хотят ставить ни конвектора, ни радиаторы. Если где-то стоят в комнате немного вертикальных радиаторов, это очень сильно помогает. Ну и напоследок, значит, наверное, обратили все внимание, что у нас все вертикальные швы блока с наружной стороны, они все зачеканенные. Почему так? Зачем мы это делаем? То есть вот мы сымитировали, так скажем, кладку несущих стен. На перевязку не смотрите, мы здесь не стали разрезать специально блок, правильно перевязывать, просто остатки уже блока, уже кладка, значит, несущих стен, она полностью завершена. Так вот, у нас есть вот этот паз-гребень, да, который между блоками. Когда блоки между собой стыкуются, фактически воздух у нас и является утеплителем, как вот эти все ячейки. Ну и если вот, как мы проходили когда-то давно по этому блоку, в 2015-2016 году, то есть у разных производителей разная вот эта змейка даже, да, она по длине в зависимости от этих зубов. Соответственно, расчет был теплопотери и так далее. И даже ячейки вот эти у блока, они у каждого свои. И каждый говорит, что больше в процентном соотношении содержит воздуха. Там у кого-то чуть меньше стенки, у кого-то определенная фракция опилок. Но мы сейчас немножко о другом. То есть у нас есть вот этот паз-гребень, который с внутренней стороны штукатурится. И с наружной стороны мы тоже до, так скажем, недавних лет, до 2022 года, значит, мы его не зачеканивали, пока я себе сам лично не построил дом. И в зиму он у меня был не отштукатуренный, но был с отоплением. На что я обратил внимание? По вот этим вертикальным швам, да, вот этим, внутри дома я ощущал, что проходит холодный воздух. Вот. И мне пришла идея зачеканивания с наружной стороны и непосредственно с внутренней стороны. Тут штукатурка. Здесь у нас идет просто обычный раствор, которым зачеканивается, чтобы избежать, так скажем, попадания этого холодного воздуха, который может проходить. И еще, когда я штукатурил стены, у меня не было облицовочного кирпича, я обратил внимание, что у нас по блоку, значит, вся влага, которая была, она выходила в таких виде треугольников. Прям каждый блок. Только у меня блок другой, не как у этого заказчика. Но суть дела не меняет. Приблизительно
обстановка будет у всех она одинаковая. И у нас пришла идея всегда в стандарте зачеканивать эти вертикальные швы. Насколько это эффективно, честно скажу я вам, я не знаю. Если кто-то знает, может быть, как-то откомментирует. Значит, данные вот эти зачеканки, вертикальные швы, как вы считаете, нужно, не нужно, приносит ли это пользу или нет. Вот это не смотрите, здесь вот мы как раз и будем набивать базальтовые связи. Где-то вот здесь кто-то взял и срезал. Тут перевяжем, дальше у нас сеточкой. Про тычки я вам уже рассказывал, вы посмотрите. И еще, у нас есть, значит, вот на той стене, мы сейчас пройдем и вернемся сюда. У нас есть вот такие вертикальные, так скажем, швы, которые пропененные. Они везде, в каждом ряду, но где-то еще подзамазанные. Сейчас мы вернемся опять к блоку. Я вам объясню, для чего это и зачем. Ситуация следующая. То есть у нас здесь сейчас 44-го блока, она неправильная, как бы перевязка, в том плане, что здесь как бы 38-й блок должен быть вот так вырезаться, для того, чтобы последующие ряды попадали по центру перехлеста нижних. Значит, вот эта часть, она вообще как бы регламентируется на забиванием раствора. Но он дает усадку, даже вот если обратить внимание на вертикальных, он дает потом вот это растрескивание. И это, опять по моему мнению, самая тоже холодная такая точка в доме. Поэтому мы используем клей-пену, которую просто засовываем пистолет, пропенили посередине и снаружи. И все оставшееся мы заделываем уже обычным раствором, также вот снаружи, как вот везде. То есть мы избегаем, то есть вот эту часть, раз, два, три, мы клей-пеной полностью, значит, задуваем, чтобы не было попадания этого холода. Единственное, что я еще раз обращу внимание, значит, когда блоки вот таким вот образом перевязываются, они перевязываются не 44-му, а 38-й. Мы в данном случае вот выпиливаем вот такую часть и пододвигаем к блоку. То есть он буквы Г получается. Но тем не менее мы это все дело всегда пропениваем. Не оставляем, именно идем с пропенкой. Потому что этот узел у керамического блока, по моему мнению, слабоват. Это не зависит вообще абсолютно от производителя. Меняются формы ячеек, паз, гребень, но перевязки все одинаковые. У кого-то там определенная фракция стружки, еще у кого-то что-то. Но вот этот узел, он остается самым слабым и незащищенным на любом блоке. На сегодня все. С вами был Алексей Попов. Если понравилось это видео, оставляйте комментарии. Может быть, кто-то еще что-то заметил, кто-то хочет что-то о чем-то, чтобы я рассказал. С удовольствием под ваши комментарии готов буду поснять под какие-то моменты, объяснить более детально. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Пока.